Что ж, ребятки, рад вас всех приветствовать снова. И наконец-то мы переходим от слов к делу. Сегодня мы уже начнем что-то делать, знакомиться более детально. И я хочу сказать пару слов о том, как все это будет происходить. Э, В отличие от моих роликов по Мернстеку, которые были у меня на канале, кстати, если вы их не видели, я рекомендую просто с последней, за 22 год, ознакомиться с ним, прежде чем приступать к этому. Вам так будет, я думаю, все-таки понятнее, если вы никогда не работали с бэкэндом. Там у вас будет хотя бы понятие, как, в принципе, это все работает, и потом уже переходить сюда. Но если вы, конечно, не хотите этого делать, я заставлять никого не буду. Можно начинать с этого курса и его просматривать. Итак, как мы будем работать? В отличие от тех мерн-курсов, которые я выпускал, там мини-ролики такие, мы тут будем идти следующим образом. Мы сначала напишем backend, а потом напишем frontend. Если там я старался комбинировать и одновременно писать, написали какой-то роут на бэке, сразу вернулись на фронт, обработали его, там все настроили и так вот по возрастающей. Здесь я хочу просто сделать сначала backend полностью написать, а потом frontend. Конечно же, мы всегда будем возвращаться, наверное, к бэкенду, потому что я могу что-то упустить, так как такие ролики, как я готовлю их? Я сел, написал код один раз, все, и потом сажусь и просто записываю то же самое, что я уже делал. Я не копирую, например, у меня нет третьего, пятого экрана, чтобы я сидел и просто бездумно все это переписывал. Нет, я это все пишу тоже вот так вот, экспромтом, если так можно сказать. То есть у меня заранее есть какая-то база, которую я уже написал, просто чтобы понимать общую картинку. И сейчас я сажусь, это все тоже по шагам буду рассказывать. Поэтому всегда я могу что-то упустить, но, конечно же, мы всегда можем к этому вернуться. Что ж, давайте, сегодня у нас тема Nest.js. Мы установим с вами проект и разберем, из чего он состоит. Итак, что такое Nest.js? Во-первых, сайт называется nestjs.com, и это Node.js фреймворк для построения крутого бэкэнда. Я считаю, что именно для крутого, потому что очень мощная технология. Конечно же, мы будем работать, она написана на TypeScript, мы будем использовать уже TypeScript. И давайте, наверное, об этом все. Установим проект и посмотрим его изнутри. Мы переходим на сайт. Тут есть документация. И поехали. Вот оно, поехало. Документацию мы читать с вами не будем. Вот так вот, да, просто я не буду идти по каждому вот такому шагу и все рассказывать, что это такое. За исключением, конечно, аутентификации, потому что когда мы будем делать логин и регистрацию, у Nest тут очень крутая документация, мы прям по ней вот так вот по шагам пойдем и сделаем с вами логин и регистрацию. А пока что давайте по порядку. По самому порядку, в первую очередь вам нужно будет установить Nest.js CLI. Вот команда, вы ее ставите, у меня это уже есть, поэтому этот шаг я пропускаю. Конечно же, вам нужен для этого Node.js. Чтобы все это работало, я думаю, что вы это все прекрасно и так понимаете. Но те, кто не знает, для того, чтобы вся эта история у нас работала, нам в первую очередь нужно установить Node.js, а потом уже идти вот сюда. Поэтому устанавливаем Node.js, последнюю версию я всегда использую. Ну, а вы там как пожелаете. То есть, либо та, а вам подходит вполне. Окей. Если у нас уже есть установлен Nest CLI, то мы можем генерировать Nest, New, дальше Project Name. Для проекта я создал пустую папку. Здесь у нас будет две папки. Сервер и будет папочка Client. Теперь мы открываем терминал, переходим в папочку сервер. И тут нам нужно выполнить команду Nest, New и Project Name. Я сделал здесь Nest, да что ж, Nest, New и прям в эту папочку без Project Name просто поставлю. Дальше мне предлагают выбрать Package Manager. Я выбираю NPM, я им пользуюсь. И вот у меня что-то там уже ставится. Можем открыть сервер и посмотреть, что там что-то уже есть. Пакеты поставились, и теперь мы можем запустить этот проект. Ну, давайте в двух словах посмотрим, что тут есть. Смотрите, ребятки, я не хочу вдаваться там прям детально все это разбирать, то есть разбирать там DTS-конфиг, что тут написано, тут на CLI, что это такое, что такое ESLint настраивать. В такие детальности мы не будем вдаваться, потому что это займет очень много времени. И я считаю, что, в принципе, это на первых порах, наверное, даже вам и не нужно будет. Мы обойдемся без этого. Мне это сейчас для разработки этого курса не нужно, поэтому и вам я тоже за это рассказывать не буду особо. Мы будем смотреть тоже папочку тест, пропускаем, не будет тестов. А вот папочку SRC, то есть те файлы, с которыми мы будем уже работать, нас уже интересует.
Давайте мы запустим проект. Проект запускается командой, сейчас скажу какой, npm run start и двоеточие dev. Пишем npm run start, двоеточие dev. Проект запустился, и давайте теперь посмотрим папочку src. Мы тут видим 5 файлов, main.ts и дальше app controller. Спеки удаляем, тесты не интересуют. Не будет. Давайте сразу тесты тоже тут удалим папочку, нам это все не нужно. Окей, есть 4 файла осталось. main.ts, app service.ts, app module.ts и app controller.ts. Начинаем с main.ts. Main.ts это основной файл, при помощи которого мы запускаем бэк. То есть у нас тут есть какая-то функция Bootstrap, которая создает приложение Nest при помощи Nest Factory и создает, помещает туда app модуль. И мы дальше видим, что мы слушаем порт 3000. То есть давайте мы там изменим его там на 3001, например, сохраним. У нас сейчас приложение перезапустится, и у нас приложение теперь будет находиться на localhost и порт 3001. И функция эта Bootstrap вызывается, и таким образом мы запустили сервер. Мы теперь можем в этом убедиться. Мы идем сюда, нажимаем localhost 3000, ничего не будет, поскольку мы поменяли порт. Но если мы сделаем 3001, нажмем Enter, то мы видим какой-то здесь уже мифический Hello World. Что в этом Hello World? Откуда он вообще взялся? Тут же у нас пусто. А это уже интересней. Мы его создаем на основе app модуля. Идем в app модуль. И мы видим, что модуль это некая такая, это вообще класс. Здесь все построено на классах. И модуль это такая как бы связующее звено всего, вот так вот. То есть все Nest приложения состоят из модулей. App модуль, основной модуль, потом мы там создадим какой-нибудь модуль юзера, какой-нибудь модуль категории у нас будет, модуль транзакций, модуль аутентификации. То есть это такие прям фишка как раз таки Nest.js, что он построен на этих модулях, и нам удобно, в принципе, потом, да, когда мы разберемся уже со структурой всего этого, этими модулями управлять. Тут все просто. Мы в этом модуле говорим, что у каждого модуля есть контроллер и сервис. Что такое контроллер? Контроллер, по сути, это роуты, то есть это те эндпоинты, на которые мы отправляем наш запрос, и что-то происходит. А вот сервис как раз-таки это уже логика того роута, на который мы отправляем этот запрос. Допустим, еще раз давайте посмотрим вот на том примере, который у нас есть. У нас есть localhost 3001. То есть наш route в данном случае выглядит просто вот как главная страница. То есть это get запрос на главную страницу. И мы тут получаем в ответе hello world. Как теперь это работает? Если мы с модуля переключимся на контроллер, мы видим, что у нас есть контроллер, и у него есть get запрос. То есть вот такой декоратор, он отвечает за то, что он говорит, что все, что ниже, функция, которая ниже, она отработает при запросе get. И если мы посмотрим, опять-таки, как оно отработало просто по слэшу. Поскольку у нас больше дополнительно ничего тут не написано, поэтому, по сути, это вот такой вот роут. То есть, если мы сейчас напишем вот так, обновим страничку, все, у нас приложение перезапустилось, у нас ничего не сломалось, потому что route совпадает, это главная страничка. Это просто можно не писать. И что тут происходит? Контроллер отловил наш запрос, который мы отправили на главную страничку. У него есть какая-то функция go hello. И эта функция возвращает, грубо говоря, другую функцию и вызывает ее. То есть она тут обращается, что давай-ка, ты когда перешел на этот route, то ты мне из app сервиса вызови функцию getHello. Что такое getHello? Теперь мы переходим в эту функцию, и мы видим, что это файлик app-service. И тут есть getHello метод, который нам возвращает строку hello world. И вот он возвращает такую строку. И это как раз таки то, о чем я говорил. App-модуль говорит, что у нас является там контроллером и провайдером. App-контроллер, он просто, это route. Да, у нас есть route на главную страничку, и по этому роуту мы говорим, да, что Nest, по этому роуту вызови нам функцию из сервиса, который называется getHello. И именно уже функция getHello отвечает за логику приложения. То есть, если мы тут изменим там hello bro, вот так, сохраним, приложение перезапустилось, возвращаемся сюда,
обновляем, мы видим, что hello, bro, у нас все сработало, у нас все отлично работает. То есть таким образом, еще раз мы давайте это проговорим. У нас есть модуль, который просто связывает все эти сущности. У нас есть контроллер, внутри которого мы импортируем вот таким образом, да, через конструктор, мы сюда внедряем наш сервис, который будет являться app-сервисом. И мы в этом сервисе, да, вот мы говорим, что он типа app-сервис. В нашем app-сервисе это класс. У нас есть метод getHello. Поэтому мы, когда импортируем этот сервис, мы говорим, что давай через this, через этот сервис вызови мне метод getHello. То есть у нас контроллер максимально чистый, тут нет никакой логики. Вся логика уже переносится в сервис. И в сервисе мы тут уже пишем, что мы хотим. Вернем 2. 2 нельзя. 2 текстом вернем просто, обновим. Все, 2. То есть вот таким образом, в принципе, и работает связь. И это основной принцип, да, по которому все это устроено. И вот, по сути, вот именно таким методом мы с вами и сможем это все делать. Давайте мы сделаем еще что-нибудь. Мы, допустим, сделаем какой-нибудь запрос. Пока что я могу сделать только get. И давайте мы сделаем, давайте, profile. Я хочу запрос на profile. Только это не обязательно. Все, и дальше будет функция там get profile. Возвращать она будет тоже string. И мы делаем return. This app service. Нам сейчас подсказывает, что есть функция только getHello. Давайте мы пойдем в сервис. И мы создадим функцию getProfile. Там getProfile. Возвращать будем строку. И давайте это будет it's my profile. Давайте просто it's вот так вот. It's my profile. Теперь мы, когда создаем здесь новый route по route profile, то сейчас мы уже видим, что нам TypeScript подсказывает, что есть у этого сервиса getHello и getProfile. Мы вызываем здесь getProfile. Что мы сейчас с вами сделали? Мы сказали, что давай теперь не по... То есть получается, что вот тут адрес запроса вот такой, а вот тут адрес запроса будет уже вот такой. Потому что контроль... Дальше мы еще познакомимся с этим. Мы можем еще кое-что изменить. Это пока пропустим. Все, мы тут говорим, что тут мы просто идем сюда, а тут идем на... Тоже комментарий. На route profile. И по итогу мы должны отдать здесь it's my profile. Давайте это проверим. Мы идем сюда. Я пишу profile. Перехожу сюда, и мне говорят it's my profile. То есть, в принципе, наша логика отработала. Мы создали route, по которому мы хотим переходить, да, который мы хотим отслеживать. Да, сейчас мы сделали просто get. Нам не важно, какой запрос мы сейчас будем делать. Мы будем делать в итоге все запросы. Но мы увидели сущность, как все это работает, как все это устроено. То есть мы написали, что мы хотим get запрос по профайлу, и здесь мы вызываем какую-то функцию. В частности, в данном случае мы вызвали get profile. И функцию, которую, то есть ту логику, которую мы хотим с вами исполнять при отправке запроса, мы всегда пишем в сервисе. Если я в стеке, когда я про мир написал, я все это писал в контроллере, то тут нам уже прям сам Nest говорит, так делать не надо. И то, в принципе, наверное, не самая лучшая практика была. Там тоже можно было делать отдельно сервисы и все это делать. Но я там не усложнял. А вот тут прям уже сам Nest говорит, не, дружище, если ты хочешь писать какую-то логику, то ты, пожалуйста, дуй в сервис и там ее пиши. А в контроллере мне твои ифы и все прочее мне не нужно. Мне нужно просто то, что я хочу возвращать. В итоге так оно и происходит. Мы переходим на какой-то route, мы здесь возвращаем, да, какой-то метод, и этот метод уже написан в сервисе, который обрабатывается, и все прекрасно работает. То есть вот таким вот способом это все и будет устроено.